Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о приставках. Приставка или префикс– это часть слова, которая стоит перед корнем и меняет его значение. Значение основных приставок глагола: во, входить, войти; вы, выходить; приходить; уходить; пода, подходить, подойти; ото, отойти, отодвинуться; переходить, передавать; проходить; первое значение заходить, второе значение забрести, случайно зайти; дойти, достигнуть; оба, обходить, обойти. Обратите внимание, как меняются значения бесприставочных глаголов движения, если к ним добавить приставки. Идти плюс приставка во; войти – движение внутрь; бежать плюс приставка вы; выбежать – движение наружу; ехать плюс приставка приехать – движение к предмету; плыть плюс приставка уплыть – движение от предмета; лететь плюс приставка подлететь – движение до предмета. А теперь задание. Прочитайте шутку и подберите подходящие по смыслу приставки. Ответы. В кинотеатре во время сеанса один из зрителей встал и вышел из зала. Через несколько минут он вернулся и спросил у мужчины, который сидел в начале ряда: «Это я вам наступил на ногу, когда выходил?» «Да, но не волнуйтесь, мне не больно». «Я и не волнуюсь, просто я хотел узнать, это мой ряд или нет». Прочитайте следующую шутку и подберите подходящие по смыслу приставки. Ответы. На приеме в посольстве жена замечает, что ее муж часто подходит к столу и берет виски. Она отводит его в сторону и говорит: «Ты уже 10-й раз подходишь к столу. Что о тебе подумает посол? Что подумают люди?» «Не волнуйся, дорогая», — успокаивает ее муж. «Я каждый раз говорю, что беру стакан для тебя». Следующая шутка и глаголы, которым нужно подобрать по смыслу приставки. Ответы. Джон очень рассеянный человек. Когда он впервые приехал в Москву, он пошел в гостиницу и снял номер. Он немного отдохнул, переоделся и пошел осматривать город. По пути он зашел на почту и дал жене телеграмму, в которой сообщил ей свой московский адрес. В этот день он много гулял по городу, был в музеях, заходил в магазины, а вечером пошел в театр. Когда спектакль кончился, он хотел пойти в свою гостиницу, но оказалось, что он забыл название гостиницы и где она находится. Целый час он блуждал по улицам,
не зная, что ему делать. Наконец он зашел на почту и позвонил жене по телефону. «Я забыл, где я остановился, и не знаю, куда мне надо идти. Прочитай мне мою телеграмму». Когда жена услышала эту просьбу, она засмеялась, но не очень удивилась, потому что хорошо знала своего мужа. Шутка про пианиста и глаголы, к которым нужно подобрать подходящие по смыслу приставки. Ответы. Знаменитый пианист А приехал в небольшой городок. После завтрака он решил погулять по центральной улице. Он дошел до церкви, перешел на другую сторону и подошел к гостинице. Когда он проходил мимо одноэтажного дома, он услышал звуки фортепиано. Кто-то играл вальс Чайковского, старательно, но не слишком хорошо. Пианист подошел к двери и прочитал объявление. «Мисс Смит. Уроки музыки. $5 в час». А постучал. Мисс Смит, открывшая дверь, сразу его узнала и пришла в восторг. Она пригласила музыканта в дом. Он вошел, сел за инструмент и сыграл тот самый вальс. А потом целый час объяснял девушке, как нужно играть произведение Чайковского. Через несколько месяцев пианист снова оказался в том же городке и шел по той же улице. Когда он подошел к знакомому дому, он увидел новое объявление. «Мисс Смит, ученица знаменитого А. Уроки игры на фортепиано. $20 в час».